Канал Валерия Табакова представляет нарушение прав и цензура в группе поддержки Зинченко. Моя борьба за прозрачность дела Фарион. Уважаемые зрители, коллеги и заинтересованные лица. Я юрист Валерий Табаков. Моя деятельность связана с освещением судебных процессов в Украине в том числе, через канал YouTube. И я обращаюсь к вам напрямую от своего имени. Моя деятельность как блогера и общественного деятеля сейчас сосредоточена на независимом мониторинге дела Фарион, резонансного уголовного производства по обвинению 18-летнего Вячеслава Зинченко в умышленном убийстве украинского языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион, совершенном 19 июля 2024 года во Львове. Убийство квалифицировано по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины как умышленное убийство лица в связи с исполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости с использованием огнестрельного оружия, что влечет возможное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Судебное разбирательство началось в начале 2025 года в Шевченковском районном суде Львова и продолжается в открытом режиме с разрешением вести аудио и видеозаписи, но без прямой трансляции заседаний для обеспечения безопасности участников процесса и предотвращения утечек конфиденциальной информации. Это соответствует принципам публичности правосудия, статья 129 Конституции Украины, с учетом специфики дела, включающей допросы свидетелей и анализ доказательств, таких как видео с места преступления. Это мое заявление подготовлено для публичного обсуждения, сбора, поддержки и возможного использования в правовых инстанциях, включая жалобы в международные правозащитные организации, такие как Amnesty International, Human Rights Watch и Европейский суд по правам человека. Оно основано на моих личных фактах и опыте, подкреплено анализом норм украинского и международного права. Цель – привлечь внимание к системным нарушениям, которые создают препятствия для независимой журналистики и общественного контроля над судебным процессом, особенно в условиях, когда дело сопровождается общественным резонансом и попыткам затянуть рассмотрение. В чем проблема? Я неоднократно, не менее 3 раз участвовал в TikTok-эфирах, организованных группой поддержки Вячеслава Зинченко, где проводится публичное обсуждение дела Фарион. Основным хостером эфиров является пользователь TikTok Лана, которая координирует трансляции для информирования сторонников. Мое участие как спикера способствовало открытому диалогу о судебном процессе, включая анализ доказательств, таких как видео с места преступления, показаний свидетелей и позиции защиты. Это соответствовало принципам общественного контроля над правосудием и повышало осведомленность аудитории о деле Фарион. В октябре 2025 года я, руководствуясь своей ролью как юриста-журналиста, составил и разослал обращение в международные правозащитные организации. Полный текст и содержание этих обращений доступны в публичной плоскости по ссылке. Эту ссылку вы увидите в подсказке к этому видео. В этих обращениях я подробно описал ключевые проблемы дела Фарион, включая ограничение доступа к материалам дела, потенциальное давление на свидетелей, несоответствие в квалификации преступления, нарушение принципов презумпции невиновности, нарушение права на справедливый суд, системные проблемы украинского правосудия в контексте политически мотивированных убийств с призывом к мониторингу процесса Amnesty International, Human Rights Watch и другим организациям. Обращения были мотивированы стремлением к прозрачности и справедливости без распространения конфиденциальной информации и адресованы конкретным адресатам с просьбой о срочном вмешательстве.
Эта инициатива моя была воспринята в штыки частью группы, находящейся под управлением Татьяны Мусихиной. Мусихина, как неформальный лидер фракции группы, координирует деятельность лояльных сторонников Зинченко и имеет влияние на модерацию онлайн-активности. Реакция выразилась в публичных обвинениях меня в предательстве и дискредитации Зинченко в чатах группы, организованном бойкоте моего вклада в обсуждение, прямых препятствиях в доступе к ресурсам группы, что привело к эскалации конфликта. Этот инцидент иллюстрирует проблему фракционности в группе. Лана, как хостер, сохраняет нейтральную позицию, в то время как фракция Мусихиной использует административные инструменты для подавления инакомыслия. 21 октября 2025 года во Львове состоялось ключевое судебное заседание по делу Фарион, посвященное допросу тайного свидетеля под государственной защитой в режиме видеоконференции с измененными анкетными данными. Свидетель дал показания о наблюдении Зинченко без маскировки за несколько дней до убийства, 11 июля 2024 года, что является существенным доказательством для обвинения. Заседание прошло в открытом режиме с разрешением на аудио и видеозапись для участников и журналистов, но без прямой трансляции. Группа, включая Лану, получила лишь возможность ознакомиться с журналистскими материалами, которые были опубликованы в публичной сфере, в частности и через YouTube-каналы. Но эта запись была частичной. Но что касается полной видеозаписи судебного заседания, она осталась закрытой во фракции Мусихиной и осталась открытой только для внутренних обсуждений, и что таки не соответствует правилам целой группы поддержки Зинченко и принципа доступа к материалам в открытом процессе. Я, как участник предыдущих эфиров и юрист, освещающий процесс, обратился к Мусихиной с просьбой предоставить копию полной записи заседания 21 октября 2025 года для объективного анализа и подготовки материала для своей аудитории. Запись необходима для факт-чекинга публичных заявлений группы, обеспечения баланса в освещении дела Фарион. Мусихина категорически отказала в предоставлении записи, мотивируя это внутренними правилами фракции. Этот отказ не только лишает меня доступа к публично значимой информации, но и создает искусственные барьеры для моей профессиональной деятельности, особенно учитывая, что процесс открыт и записи разрешены. Согласно статье 34 Конституции Украины и статье 10 Европейской конвенции о правах человека, каждый имеет право на свободу выражения мнений и получения информации. Отказ в доступе к материалам судебного процесса, даже неофициальным записям, может квалифицироваться как цензура, особенно если запись получена группой в публичных целях и процесс открыт для записи. В контексте дела Фарион такой отказ противоречит принципам открытости правосудия, статья 129 Конституции Украины. Рекомендуется в этой ситуации подача жалобы уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека для принудительного раскрытия записи. В ходе личного разговора с Мусихиной, зафиксировано ей на видео, я просил предоставить запись заседания. Разговор носил конфиденциальный характер и касался только передачи материалов. Без моего согласия Мусихина провела запись нашего конфиденциального разговора и распространила эту запись в своей фракции группы. В
через закрытый чат, где она была использована для дискредитации. Меня обвинили в шантаже и давлении. Распространение включало мои личные персональные данные, голос и контекст обращения, что привело к публичному осуждению и угрозам в мой адрес. Это прямое нарушение закона Украины о защите персональных данных от 1.06.2010, номер 2297-6, статьи 6, 8 и 14, запрещающего обработку, включая распространение персональных данных без согласия субъекта. Запись разговора квалифицируется как персональные данные, биометрические и коммуникативные, а ее несанкционированное обнародование влечет административную ответственность по статье 188-39 Кодекса об административных правонарушениях Украины, штраф от 50 до 100 необлагаемых минимальных доходов. Кроме того, это может подпадать под статью 163 Уголовного кодекса Украины «Нарушение тайны переписки разговоров», если запись сделана без уведомления и без моего согласия, как оно и есть на самом деле. На международном уровне нарушение статьи 8 ЕКЧП «Право на уважение к частной жизни». На этом основании я вправе требовать удаления записи, компенсации морального вреда до 100 тысяч гривен по судебной практике и привлечения Мусихиной к ответственности через уполномоченного по защите персональных данных. Распространение записи привело к эскалации. Фракция Мусихиной, которой Лана предоставила права модераторов ее эфиров, начала систематически вмешиваться в трансляции. Модераторы, до 20 человек в одном эфире, имеют полномочия удалять спикеров, мутить микрофоны и блокировать участников за нарушение. Нарушение политики TikTok, правила сообщества, запрещающие злоупотребление модерацией, они неоднократно, не менее 2 раз отменяли мои приглашения от Ланы на роль спикера, ссылаясь на внутренние конфликты. Это привело к невозможности моего участия в эфирах о деле Фарион, снижению охвата моей аудитории, психологическому давлению, включая харассмент в чатах. Подозрение на отмену приглашений подтверждается. Модераторы видят уведомления о приглашениях в реальном времени и могут кикать спикеров до входа. Для разрешения Лана предоставила мне права модератора, но это паллиатив. Оно не устраняет системную проблему фракционности. Такие действия противоречат правилам TikTok. Раздел «Живые трансляции», модерация должна быть объективной, без личных мотивов. И статье 34 Конституции Украины «Свобода слова». Это форма цифровой цензуры, подпадающая под статью 171 Уголовного кодекса Украины «Воспрепятствование журналистской деятельности» с наказанием до 5 лет лишения свободы. Международно нарушение статьи 10 ЕКПЧ. И в этом случае может быть подана жалоба в TikTok через «Сообщить о проблеме» и в суд на возмещение ущерба. Я публично анонсировал серию материалов о нарушениях фракции Мусихиной, включая манипуляции модерацией и сокрытие информации. Это усилило давление, но подчеркивает мою приверженность к этичной журналистике. Общие последствия. Угроза моей репутации. Ограничение общественного дискурса о деле Фарион. Подрыв доверия к группе как к объективному источнику. Друзья, данное дело демонстрирует, как внутренние конфликты в группах поддержки могут подрывать права человека и свободу СМИ, особенно в резонансных процессах вроде дела Фарион, где следующее заседание назначено на 11 ноября 2025 года.
Я подтверждаю законность своей позиции и готов к подготовке исков по всем направлениям. Призываю поддержать петицию за прозрачность дела Фарион, обратиться в правозащитные организации для мониторинга и подписаться на мой канал для ознакомления с обновлениями. За дополнительной информацией пишите в комментариях или на электронную почту. Справедливость возможна только через открытость. С уважением, юрист Валерий Табаков.